Итак, дорогие друзья, как я вам и говорила, я буду с вами во все это кризисное время и буду помогать вам выходить из любой трудной ситуации. Во-первых, хочу вам сказать, что эм, есть у нас заговор, антикризисный заговор, я так и назвала. И он очень сильно помогает, и помогает очень многим, и помогал, и будет помогать в трудную минуту. Еще раз хочу вам сказать, и во время войны, и во время чумы, и во время самых страшных катастроф на Земле были люди, которые выживали, жили, и жили хорошо, и строились, и покупали, и ели, пили, и одевались, невзирая на то, что весь мир вокруг рушился. Потому что они доверились силам мироздания. Они доверились духам, силам, и эти духи и силы им помогли выйти из любой ситуации победителями. И я вам приводила тысячи таких примеров. Я думаю, что по новой говорить нет смысла. Итак, в этом ритуале вам нужно будет найти молоко. Желательно молоко не из магазина. Можно из магазина тоже, но он будет работать не так сильно, как живое молоко. Козье молоко, коровье молоко – это не так важно. Деревенское, сельское молоко. Значит, бокал молока, в бокал наливаем или в кубок, во что угодно, фужер, в стакан. Вам нужна серебряная монета. Любая монета любой страны, можно просто банковскую. Вот это вот как банкнота, она, в принципе, идет подарочная монета. Здесь у нас баба Лиза, одна из самых удачливых монархов, между прочим, хочу вам сказать. Да, кровожадных, кровавых, для других народов очень даже не очень, но для своего народа, для своей страны одна из самых сильных монархов, между прочим. Я на днях, на самом деле, мне было, конечно, не до подарков и всего, не сняла, но, пользуясь случаем, хочу сказать спасибо. Курникова Наталья, она мне отправляла, оплатила вот эту красоту. Одним словом, она попросила мне купить себе то, что я хочу. То есть выбрать. И я выбрала. Ну, если кто-то знает, коллекционное серебро, оно очень дорогое. Ну, дорогое. Не очень, но дорогое и дорогой подарок. Спасибо большое. Я вот решила вот так показать, раз уж у меня особо настроения не было так показывать. Просто делюсь с вами. Заодно и благодарю человека, чтобы не обиделась. Я все помню, все замечаю, за все благодарна. И просто бывают моменты, когда, ну, как бы не настроена снимать и времени нет. Перейдем к ритуалу. Итак, серебряная монета, любая, большая, маленькая, без разницы. Мешочек золотистый, серебряный, серебристый, то есть красный и черный. Вот эти цвета подходят. Скатерть на алтаре может быть любая. Здесь скатерть не важно. Можете разложить свои красивые украшения, деньги. Можете просто молоко и серебряную монету взять и, собственно говоря, провести этот ритуал. Хочу вам сказать, что на основе старинных слов, которые являлись ключами в магии, используя вот эти вот выражения, используя вот эти ключевые слова, призывы духов, те слова, которыми пользовались тысячелетия, и их узнают духи, я усиливаю свои работы, и они поэтому, собственно говоря, и получаются. Потому что заговоров в мире очень много, и книг заговоров, и магии много. То есть и до меня было, и после будет. Однако там работы
может быть, даже из народной магии интересной работы. Но непонятно, как это выполнять, и можно ли обычному человеку. Одним словом, для обычного человека, который не обладает определенной силой, они бесполезны. А в этих, то есть эти заговоры, которые я даю, они уже, ну, если так грубо сказать, подогнаны под обычного человека и сработают. Серебряная монета, молоко. Вот заговор в кризисное время или от кризиса. Как-то так назову, чтобы вы сразу поняли, о чем речь. Поскольку молоко – это первоисточник, молоко матери, которым питается ребенок. Да, он первоисточник, первая еда для ребенка, который помогает ему выжить. И поэтому с молоком связано очень много ритуалов. Поскольку молоко является носителем мировой генетики, так считается. Поскольку это не только питание для ребенка новорожденного, это еще и вот эти слова с молоком матери переданы, все эти поверья, да, легенды. Это на самом деле имеет под собой почву. Вообще все выражения имеют под собой определенную почву. Считается, что в молоке содержится генетический код. Сейчас все будут думать о том, вот мы кормили детей коровьим, козьим молоком. Нет, коровье и козье молоко для детей – это всего лишь питание. А когда материнское молоко, в молоке матери содержится определенный код. Даже от определенных смертоносных недугов помогает лечить материнское молоко. Поэтому поощряется кормить ребенка грудью, чтобы была крепкая связь между матерью и ребенком. Одним словом, с молоком связаны ритуалы очень сильные. Только нужно знать, какие ритуалы дать людям и как их проводить правильно. И вот я вам сейчас дарю такой определенный ритуал. Каждый раз, когда вам нужны суммы денег, вы можете этот ритуал делать без конца. Вы можете каждую неделю, раз в 3 дня проводить этот ритуал. Чем чаще будете проводить этот ритуал, тем больше у вас будет отовсюду как бы открыт денежный источник. Далее. Есть один совет, и заговоры есть. Откройте вообще денежный сохран, денежные заговоры. Вообще набирайте заговоры денежные, ведьмины изба. Выходят все работы, которые связаны с деньгами. В мешочке, желательно в красном, соберите определенное количество мелочи и положите в холодильник. Храните в холодильнике. Вам будет всегда на что купить еду. У вас всегда будет полно еды. Вы не будете нуждаться в еде. Вот это такая старинная хитрость, которую нужно знать. Откройте закон денег, у меня есть целая лекция и прочее. Итак, проводим следующим образом. Серебряную монету нужно бросить в молоко. Вот так. Теперь нужно начитать над молоком 13 раз. После чего нужно вынуть эту монету и положить в мешочек. Эту монету в мешочке нужно спрятать дома. Можете прятать, где ваши украшения. Молоко нужно вынести на улицу. Ну, можете перелить в какую-нибудь баночку или в этой баночке проводить. Выносите на улицу и выливайте под дерево с определенными словами. И у вас постоянно, всегда будут деньги. Вот когда хотите, проведите. Хотите зимой, хотите летом. Еще есть замечательный ритуал к деду Хабару, который помогает очень много понакупить обновы. Золото, обновы и так далее. Тоже проводите. Мне многие писали, что после деда Хабара они очень много в семье понакупили всяких... То есть украшения, золото, серебро и так далее, старинные вещи. Одним словом, вклад такой замечательный, нужный. Потому что мы знаем, что деньги – это
так, приходит и уходит. А то, что купишь, останется, это и есть твоя недвижимость. Начнем. От крови и плоти народилась, молоком матери напилась. Молоко – жизни источник, молоком и благословляю, да деньги в дом призываю, придан, подань, надонь. Приди, деньга через заклятие, молока до серебра объятие. Придань, подань, подань, правильно, да, надонь. Мне денег и богатство. Заклято. Это старинные слова, призыв силы богатства, чтобы вы поняли. Ну, до конца расшифровывать не стоит, вы и так не поймете. Это нужно профессионально заниматься магией. Зачем вам это надо? От крови и плоти народилась, молоком матери напилась. Молоко – жизни источник, молоком и благословляю. Да деньги в дом призываю. Придань, подань, надонь. Приди, деньга через заклятие, молока до серебра объятия. Придань, подань, надонь. Мне денег и богатство. Заклято. От крови и плоти народилась, молоком матери напилась. Молоко – жизни источник, молоком и благословляю, да деньги в дом призываю. Придань, подань, надонь. Приди, деньга через заклятие, молока до серебра объятия. Придань, подань, надонь. Мне денег и богатство. Заклято. От крови и плоти народилась, молоком матери напилась. Молоко – жизни источник, молоком и благословляю, да деньги в дом призываю. Придань, подань, надонь. Приди, деньга через заклятие. Молока до серебра объятия. Придань, подань, надонь. Мне денег и богатство. Заклято. 13 раз читать не буду. Вы должны читать 13 раз. После того, как вы прочитали 13 раз, выньте это серебро. Мыть и протирать не нужно. Прям как достали, так и храните. Ничего с серебром не будет. На самом деле. Вот так. И кладем вот сюда. И так и нужно хранить. Желательно, чтобы никто не видел, не трогал, кроме вас. Вообще желательно, чтобы такие работы, они, кроме вас, никто туда не вмешивался, в эту энергию. И когда будете лить, молоко под дерево, нужно говорить: земля, прими, земля, питайся, а мое богатство рождайся, а моя деньга приумножайся. Заклято. 3 раза. Земля, прими, земля, питайся, а мое богатство рождайся, а моя деньга приумножайся. Заклято. Земля, прими, земля, питайся, а мое богатство рождайся, а моя деньга приумножайся. Заклято. Все. И через некоторое время вы увидите разницу между финансами до и после. Дело не в том, насколько сложный ритуал. Дело в том, насколько человеку по энергии подходит. Может, один ритуал более простой в исполнении помочь больше, чем очень сложные работы. А может, наоборот. У всех свое, поэтому и много работ. Чтобы каждый нашел свое. Всем удачи и всех благ. И уверена, что этот ритуал станет один из самых любимых ваших ритуалов. В том числе со всеми остальными, которые вы проводите. Всего хорошего.